Привет, народ, это Тостер. Здесь все самое интересное о домашней технике, реальные тесты и обзоры. Мы приехали сегодня к нашим партнерам в Технопарк, в их флагманский, по-моему, магазин в Москве, в торговом центре Афимолл, в Москва-Сити. Здесь прямо очень круто. У них вообще везде круто, но здесь прямо очень-очень круто. Здесь разные зоны, инновации, инновация на инновации сидит. Когда вы заходите в магазин, то инновация вас еще и догоняет. Мы-то сюда приехали, чтобы найти интересные большие холодильники. Большие, в смысле многокамерные и сайд-бай-сайд. Просто нам захотелось посмотреть, чего сейчас есть в этом сегменте за разные совершенно деньги, на разный кошелек. И вот об этом будет наше видео. Большие холодильники, ну, скорее всего, для больших, не маленьких кухонь и для больших семей. Смотрим. Начнем с Liebherr. Это такая, конечно, холодильно-морозильная комбинация, да, то есть, ну, во-первых, посмотрите, как он выглядит. Это очень круто, мне очень нравится. Такой высокотехнологичный дизайн, абсолютно немецкий, да. Когда я говорю немецкий, я не говорю, что чего-то не хватает дизайна. Наоборот, такая продуманность и завершенность. Вот мне реально очень нравится его внешний вид. Если бы я шел по магазину, я бы на него обратил внимание. Ну и открываем. Здесь, конечно, простор и, можно сказать, практически восторг. Мне реально он нравится, да, потому что, смотрите, это холодильно-морозильная комбинация. Ну вот Liebherr ее вот так продает, и здесь вот это одно большое холодильное отделение. То есть, в принципе, это холодильник для тех людей, которые в большинстве случаев все-таки предпочитают именно свежие продукты, а заморозки и продуктов длительного хранения меньше, потому что морозилка только вот она. Вот это тоже как бы продолжение холодильного отделения, но здесь именно зона свежести. Мы сейчас до нее дойдем. Итак, холодильное отделение, вот оно полностью. Ну, здесь сверху вот эта полочка, которую можно наполовину использовать. Но вот если бы мы говорили про какой-то обычный холодильник, там 60 сантиметров, да, двухкамерный, я бы сказал, что эта полочка, ну, она такая, немного соусов, потому что нельзя ее совсем убрать, как-то поднять. Ну, то есть, либо ее совсем убираешь, вот так, да, вынимаешь, либо только наполовину, вот так, да. И я бы сказал, что это такое соусовое решение, потому что есть сейчас уже и более современные, интересные. Но поскольку здесь очень много места, то мне кажется нормальная вот такая полка. И реально, если вам нужно поставить что-то такое объемное сюда, вы просто выбираете ее часть и, собственно, ставите это объемное. Здесь вообще капельная система охлаждения. Это позволяет оптимальный уровень влажности поддерживать, но чтобы все-таки холодный воздух распределялся по всему объему холодильного отделения, здесь есть вентилятор отдельный, который распределяет, вот, собственно, этот холодный воздух. И фильтр угольный здесь тоже есть, Fresh Air, ну, чтобы не было каких-то запахов в холодильнике, чтобы свежесть просто была, да, как запахов минимум. Дальше двигаемся. Ну, понятно, стеклянные полки, закаленное стекло. Здесь пленка еще просто, они вот немножко, может быть, синенькими выглядят. Это пленка, на самом деле, это металлическая отделка. И дальше вот этот вот контейнер Varial Safe, он такой для мелочей разных. В холодильнике всегда много мелочей, не знаю, все что угодно, может быть, косметика какая-нибудь, или там йогурты, плавленые сырки, вот. И смысл в том, что, во-первых, это организация пространства хорошая, да, адекватная, а во-вторых, вы его можете, да, вот так вот сделать и переставить по высоте. Полка для напитков здесь есть. Вот, дальше здесь внизу ящики, ну, тоже, наверное, для овощей и фруктов, и здесь можно регулировать влажность. Но, конечно, основная зона хранения овощей и фруктов, наверное, все-таки здесь. Это прям специальная зона свежести, BioFresh. Ну вот в верхней части, в принципе, здесь такое обычное продолжение холодильного отделения. А вот это уже история. Это BioFresh Safe. И здесь вы можете регулировать температуру, да, то есть от 0 градусов до +3. Да, и, собственно, от этого зависит то, что вы будете там хранить. Да? Если там около 0, +1, это мясо охлажденное, морепродукты, деликатесы какие-то мясные, может быть, молочные продукты. Если температура побольше, уже можно там фрукты, какие-то овощи и так далее. Здесь оптимальный уровень влажности и есть контейнер с регулировкой уровня влажности еще, да, дополнительно. Да, опять же, вы можете вот вариативно выбирать, что где будете хранить. Это очень круто. История, потому что, ну, проводились исследования разные, в том числе и ребята из Liebherr их проводили, и действительно в зонах свежести срок хранения продуктов
он может быть существенно больше, чем вот в обычном холодильном отделении. Здесь, конечно, двухконтурное охлаждение, ну как двухконтурное, это просто по сути разные блоки, да, разные холодильники. Поэтому, естественно, здесь отдельные контуры охлаждения, да, ничего не смешивается. Здесь no frost морозилки, да, если здесь капельная система, то здесь no frost. Кстати, что касается капельной системы, то здесь не льется ничего по стенке. Здесь есть специальная фальш-панель, и поэтому у вас вот нет этой истории, когда у вас вся стенка такая влажная, и как-то это может переувлажнить, может быть, отделение. Нет, этой истории нет. Дальше смотрим на дверцу. Ну, здесь все тоже функционально, и мне нравится, что прямо реально здесь вот можно так моделировать по-разному пространство, чтобы было максимально удобно для хранения. Но вот эти милые аксессуары липхеровские, вот это их, я называю ее масленкой, это такой контейнер для хранения. Смысл в том, что вы можете его одной рукой всегда достать, да, и одной рукой там поставить на стол, потому что здесь вот есть фиксаторы, которые позволяют это сделать. Ну и вот эта подставка для яиц можно побольше сделать, а если перевернуть, то можно хранить перепелиные яйца. Ну еще если говорить об удобстве, то, например, вот эти контейнеры в зоне свежести в основной, да, здесь они на телескопических направляющих, то есть легко все это работает, даже если много всего хранится, то легко они выдвигаются, задвигаются обратно. В морозилке контейнеры, они здесь, они не на телескопах, но здесь есть специальные колесики вспомогательные, в принципе, тоже здесь легко они выдвигаются. Нет вот этой истории, как ты там еле-еле выдвигаешь, если ящик наполнен, да, полностью. Дальше есть здесь еще ледогенератор. Он встроенный в холодильнике, он подключается к водопроводу. Да, там есть, естественно, фильтры на входе, и вы можете, собственно, иметь в любой момент там достаточное количество кубиков льда, вечеринка, друзья пришли, вот это все. Есть еще вот в контексте удобства, могу сказать, это доводчики дверей, да, если вы там чуть-чуть где-то там не дожали, не дозакрыли, у вас все самостоятельно закроется. Вот эти ручки, в общем-то, знаменитые липхеровские, когда они облегчают очень открывание дверцы, потому что, если таких ручек нет, то бывает достаточно сложно открыть дверь холодильника, потому что там разница давления и так далее. Здесь вот об этом подумали. Мы, кстати, ездили на завод Liebherr и делали видео о том, как делают в Германии холодильники Liebherr. Оставим ссылку под видео, посмотрите, это интересно. Что касается управления, то здесь, собственно, все достаточно понятно и вполне себе современно. Сенсорный дисплей, вы, в общем, устанавливаете температуру в различных зонах, да, где это необходимо и так далее. Плюс можете активировать какие-то дополнительные опции, там супер замораживание, супер охлаждение, да, вот эти все истории, там режим отпуск. Это все как у любого современного холодильника. В общем, смотрите, да, это не дешево, конечно, это почти 350 рублей. Напишите в комментариях, вот как вам такая цена, но за такой все-таки холодильник, да. Посмотрите на него, он реально крутой, и на такой хорошей, не маленькой кухне он будет очень круто смотреться. Liebherr в нашем обзоре интересных многокамерных холодильников. Дальше у нас японец, почти 220 тысяч рублей он стоит в технопарке, где мы снимаем в Афимоле в Москва-Сити, большой магазин здесь, напомню, и открываем. Вы знаете, я, с одной стороны, люблю японцев, потому что про их технику, в частности, про их холодильники, всегда можно даже чуть больше рассказать, чем про какие-то другие холодильники других брендов. А с другой стороны, не очень люблю, потому что я парень ленивый, и нужно побольше рассказывать про эти холодильники. Ну ладно, окей. Раз уж открыли, то побольше расскажу про него. Итак, смотрите, здесь немного другая история. В отличие от Liebherr, да, он в целом поуже. Если Liebherr был 121 сантиметр вот в ширину, здесь 90, и это уже не комбинация. То есть вы не поставите там отдельно одну часть туда, отдельно одну часть в другое место, как в случае с Liebherr. Это уже у нас пошли такие цельные холодильники, что называется. Так, и смотрим, что внутри. Здесь такое большое отделение для
ну, холодильное отделение для продуктов, да, то есть много чего поместится, большой объем, нет вот этой перегородки здесь никакой, да, которая явно съедает место, и само отделение очень интересное. Здесь многопоточное охлаждение, да, то есть no frost везде, и в морозильном, и в холодильном отделении, и подача холодного воздуха, ну, практически к каждому уровню организована, чтобы температура была везде одинаковая. Ну, это классика, это, в общем, есть везде, практически в современных холодильниках с No Frost. Самое интересное здесь, ну, понятно, инверторный компрессор у всех холодильников, про которые я сегодня рассказываю. Здесь двойной контур охлаждения, чтобы не смешивались у вас запахи, чтобы температуру более равномерно поддерживать в отделениях. И вот в контексте энергоэффективности это тоже здорово. Но вот смотрим сюда. Вот это то, что привлекает внимание, это вот явно нижняя часть, да, холодильного отделения. Начну, наверное, с самого интересного. Здесь есть вакуумный контейнер, вакуумная камера. То есть вы прямо в холодильнике можете организовать вакуумное хранение продуктов, которое, как известно, более длительное хранение, да, продукт сохраняется более длительно, ну и вообще лучше сохраняется. Реально здесь здесь вот в этой камере можно организовать пониженное содержание кислорода, давление понизить, да. Кроме того, здесь еще есть каталитическая очистка вот внутри этой камеры, чтобы у вас не был слишком выраженный запах там того, чего вы храните, мясо, рыбы и так далее. Это, конечно, вот абсолютно японская история, потому что холодильник японский и японская кухня, часто какая-то свежая рыба, свежие морепродукты. Вот это вот история прям явно оттуда. Но почему бы и нам с вами тоже что-нибудь не хранить вот таким образом. Здесь в нижней части алюминиевый поднос, чтобы здесь размещать на нем продукты, плюс он же аккумулирует холод тоже, да, и в этом смысле продукты хранятся более качественно. То есть вы можете либо вообще выключить вот эту вакуумную технологию, либо установить здесь температуру +1, либо -1, в зависимости от того, что именно вы храните, да. Ну и, собственно, вот как вакуумная она у вас может работать или не работать. Это интересная, на мой взгляд, история. В общем, далеко не у всех, вернее, она есть. Дальше. Здесь тоже интересная история, интересная камера. Вы можете хранить здесь те продукты, которые нужно хранить в сухом месте, в сухом и в холодном месте. Не зря здесь вот нарисован кофе, например, да, какие-то орехи и, по-моему, это грибы, если мне не изменяет зрение. В общем, те продукты, которые требуется хранить в сухом и холодном месте, здесь можно хранить. Здесь есть специальная настройка, называется на dry food, ну там сухое хранение, сухая пища, сухая еда. Или можно настройки изменить, добавить влажности и использовать этот контейнер для хранения овощей. Здесь, в принципе, вот да, вот и его можно использовать. И здесь еще дополнительно есть контейнер и еще один здесь внизу, чтобы уж точно хватило места. Интересная вот эта история. Ну, не знаю, сюда можно бутылочку вина положить, там, охлаждаться, да. Какие-то мелочи, может быть, ягоды, да все что угодно. Вот люблю, когда вот так организовано интересно пространство в холодильнике. Здесь это контейнер для ледогенератора. Сюда наливается вода, и дальше мы доберемся еще до ледогенератора. Он достаточно большого объема, и это хорошо, значит, у вас будет всегда много льда. В любой день можно устраивать вечеринки. Так, ну что еще сказать про холодильное отделение, кроме того, что оно большое? Освещение, ну, в принципе, все нормально. Здесь такая большая, здесь сверху светодиодная панель, светодиоды яркие, долговечные. И, в принципе, ну, наверное, все видно. Хотя, наверное, не помешала бы какая-то панелька еще внизу. Но здесь вот из-за такой конструкции, конечно, в общем, она была бы, наверное, даже, может быть, лишняя. Так, и еще что я хотел сказать. Здесь есть фильтр очистки воздуха. Причем здесь triple, да, такой triple Power Filter, как называет его производитель. Но имеется в виду, что здесь очистка от запахов, от каких-то бактерий, потому что здесь еще используется, опять же, технология катализа, то есть расщепление более сложных веществ, окисление на более простые. И вот таким образом очищается воздух в холодильнике для того, чтобы у вас и, собственно, воздух был чище и не образовывались разные неприятные бактерии, которые могут повредить длительному качественному хранению продуктов. Это важный момент. Но давайте, пока мы здесь в холодильном отделении, там тоже будет интересно дальше внизу еще. Вот посмотрите на полки, они, в общем-то, обычные вроде бы, да, и даже особо их не попереставляешь по высоте, да, просто только можно убрать. Но они глубокие, это круто.
Они с двух сторон, и здесь еще, вот такое не везде бывает, здесь еще в каждой полке внизу есть отверстие, чтобы у вас циркулировал воздух холодный, да, вот по всему отделению, который идет вот из этих воздуховодов. Это круто и правильно сделано для того, чтобы, ну, везде была равномерная температура, более-менее, да, для хранения вот продуктов правильного. И дальше, как обещал, идем сюда. А вот это вот интересная очень зона. Вы можете, собственно, сами ее моделировать. Вы можете здесь сделать морозилку и хранить продукты длительного хранения. Можете использовать эту зону как продолжение холодильного отделения. Да, у вас будет там температура для хранения таких обычных свежих продуктов. Можно сделать здесь зону для хранения, охлаждения там, мяса, морепродуктов, то есть около нуля, там 0, -1, +1. И можно сделать здесь зону такого мягкого замораживания различных продуктов, которые вам необходимы, там деликатесы какие-то, молочные продукты и так далее. То есть это моделирование зоны холодильника под ваши обстоятельства хранения, скажем так, и это очень здорово, да, когда можно вот так вот все изменять. Здесь это уже классическая морозилка, то есть вы можете либо вот такой сегмент использовать, либо включить вот здесь тоже режим морозилки, да, и использовать больший объем морозилки, если хранить много продуктов длительного хранения. А вот здесь все управление, да, оно очень простое, за что нужно отдать должное, собственно, ребятам из Hitachi, японцам. Вот здесь изменение температуры в холодильном отделении, изменение температуры в морозилке, в частности, в этом сегменте. Вот это как раз управление вот этой зоной вариативной, да. Можно сделать ее морозилкой, повторюсь, можно холодильным отделением, или еще дополнительные настройки температурные для хранения различных продуктов. Вот здесь тоже управление вакуумной зоной. Изменяем температуру хранения для разных продуктов, да, или совсем ее выключаем. Режим энергосбережения. Холодильник работает с определенными температурными настройками. Режим включения-выключения ледогенератора. Ну, в общем, здесь все понятно. Плюс блокировка от детей. Вот это основные вещи, которые хотелось бы рассказать об этом холодильнике. Мне он нравится. Я вот все-таки люблю японские холодильники, потому что, ну, всегда они что-нибудь интересное придумывают. А вы пишите в комментариях, какой из холодильников из этого обзора вам понравился больше. Напомню, цена Hitachi здесь в технопарке 220 тысяч рублей. Так, ну дальше у нас ценник 150 тысяч здесь в технопарке. И так ближе мы к народу становимся. Это уже не 220 и не 350. Все-таки это Toshiba. Вот хотелось бы сказать, что очередной японец у нас в обзоре. Но если кто не знает, с 2016 года бренд Toshiba, именно вот бытовая техника, принадлежит компании Midea китайской. И, в общем, все это производится в Китае. И ничего плохого в этом нет, кстати, потому что Midea — это огромная китайская компания, огромный производитель бытовой техники, который делает и под своим брендом технику, и OEM производство у них большое. В общем, это норм. Это норма, как сказала бы госпожа Малышева. А мы продолжаем. Он красивый. Он симпатичный, красивый, такой черный глянец. Вот если кому-то нравится, то прям норм вполне себе. Так ничего лишнего вроде нет, да, и вот эти вот окантовочки такие серебристые, металлические, они здесь в тему. В общем, на мой взгляд, вполне себе, если вам подходит под дизайн кухни. Общий открываем. И внутри неплохо, неплохо выглядит все. Это мой любимый формат, когда большое отделение вот, холодильное здесь, да, то есть нет перегородки, ничего не мешает. В принципе, красиво. Освещение, я вот сзади не люблю освещение, потому что оно перекрывается продуктами, но здесь панель выходит наверх, так что норм, нормально. Вот эта металлическая панель в задней части холодильного отделения – это такая модная тема в последнее время. Многие ее ставят, уже поднадоело, если честно. Но смысл в том, что вот этот металл, как правило, алюминий, он, ну, в какой-то степени аккумулирует холод. Ну да, холодненькая такая панель, аккумулирует холод, и это помогает поддерживать более качественно, более эффективно поддерживать температуру в холодильном отделении, где-то как-то там помогает немножко компрессору, более экономично он работает. Ну, окей, хорошо, пусть помогает. Красиво, красиво, не портит, так сказать, внутренний вид, да, интерьера холодильника. И пусть будет. Если помогает, то хорошо. Вот сразу на себя обращает внимание вот эта история, конечно, немножко она такая китайская, она так настойчиво мигает, как маяк, так призывает к себе. Это
на самом деле просто символизирует наличие здесь системы очистки воздуха, там что-то плазма, в общем, это ионизация. По большому счету, это ионизация воздуха в холодильнике. Для чего она нужна? Это обеззараживание, значит, нет каких-то бактерий ненужных, ну, минимизируется их развитие. А раз минимизируется развитие бактерий, то и с запахами как-то получше. Многопоточное охлаждение, здесь тоже классика, и здесь просто вот здесь сбоку вот эти воздуховоды, и это даже, мне кажется, круче в контексте дизайна, точно круче, вот выглядит лучше, чем когда вот такие вот дырки посередине, да, мне нравится. Ну и воздух, в принципе, он так сбоку подается, мне кажется, для продуктов тоже нормально, когда вот не прямо на продукты такой поток направленный, а чуть как-то сбоку, такой 3D практически получается, 3D, 2D, и вот в смысле минимизации заветривания это лучше. Ну, здесь вы видите зону свежести, уже куда же в холодильнике там за 150 тысяч без зоны свежести, естественно, она есть. Здесь можно выбирать, собственно, уровень влажности, то есть здесь организован оптимальный уровень влажности, вернее, вы сами можете его организовать. Там высокая влажность, средняя или низкая для хранения разных продуктов. Ну, это такая уже тоже классическая история, вот мне больше нравится вот этот контейнер. Он, в принципе, создан для хранения вот таких совсем свежих продуктов, типа охлажденного мяса, морепродуктов, рыбы там, и вот это все, да. И здесь вы можете менять температуру, да, здесь оптимальные температурные настройки, здесь отдельные сюда, отдельная подача воздуха, отдельные воздуховоды там, и здесь можно изменять температуру от +3 до -3, то есть в зависимости от того, какие продукты вы здесь храните, да, и они будут храниться дольше, их хранится в оптимальных условиях. Но, кстати, вот этот же контейнер, его, на мой взгляд, можно использовать еще и для размораживания. То есть вы из морозилки положили что-то сюда, и у вас тут температура там в районе 0, да, в районе там +3, и у вас потихонечку бережно какой-то продукт размораживается. Это вот та самая бережная разморозка в холодильнике, а не где-то в помещении, когда сразу большая разница температуры. Вот здесь с этой стороны есть контейнер, Sealed Fresh он называется, и здесь смысл в том, что он относительно герметичный. Здесь такая силиконовая прокладочка, причем она не приклеена, она просто так вот в пазах, да, то есть не отклеится со временем. И, в принципе, здесь некоторая герметичность, наверное, организуется. Можно хранить какие-то продукты. Не знаю, а что бы вы здесь хранили в таком герметичном контейнере? Напишите в комментариях. Так, что еще? Да, в общем, давайте двигаться дальше. В морозилке тоже интересно. Во-первых, я люблю вот этот формат, когда у вас морозилка идет такими отдельными, большими, вместительными контейнерами. Это круто, потому что здесь удобно все размещать, да, и, в общем, удобно хранить. Радует глаз, что называется. Радует хорошую хозяйку. Здесь я отмечу еще вот эти два маленьких контейнера. Ну, как маленьких, не такие, что они и маленькие. На самом деле, ультрафриз. Смысл в том, что здесь можно организовывать прям мега быструю заморозку продуктов. Такая практически шоковая заморозка. Здесь отдельные воздуховоды, и они увеличенного диаметра, да, чтобы такой мощный поток холодного воздуха сюда сразу направляется. Не знаю, там ягоды, грибы, в лесу собирали, на рынке купили. Да что угодно можно быстро замораживать, чтобы в итоге продукты сохраняли максимально свои свойства. Ну и тут есть вот такая система, ящичек для изготовления льда, волшебный, ледогенератор. Не ледогенератор на самом деле, вот просто такая система изготовления льда. Все-таки ледогенератором это не назовешь. Здесь в смысле организации пространства мне тоже все нравится. Мне нравится, что есть вот такой еще контейнер, не маленький, между прочим, да, в него много чего можно положить, какие-то коробки, продукты, там, не знаю, пиццу, если храните замороженную и так далее. И если его сдвинуть, то тут прям еще много места. И есть еще такой разграничитель здесь, который можно, либо использовать, либо, если не нужно, то его можно убрать и вот использовать полностью весь объем этого морозильного отделения. По управлению здесь все просто. Вынесена панель управления сенсорная сюда на дверцу отделения. Конечно, будут отпечатки оставаться, да, потому что здесь такое стекло, и вы пальцами будете немножечко все это пачкать. А так все просто. Регулируете просто температуру либо в холодильном отделении, либо в морозилке. Супер замораживание можно включить, супер охлаждение, режим каникулы. Каких-то там большого количества разных режимов здесь нет, да, они зачастую и не нужны. Но все базовое, все самое необходимое есть. Вот такой холодильник Toshiba за 150 тысяч рублей здесь в технопарке мы нашли. Пишите в комментариях, да или нет. И, кстати, чтобы больше шансов было у Toshiba получить ваше «да», я совсем забыл об одной технологии вам рассказать. Вот здесь, наверное,
заметили на панели управления надпись «Радар». Здесь, вот на этих полках, есть специальные температурные датчики. Холодильник понимает, если вы ставите туда какие-то горячие или теплые продукты. Ну, не знаю, что-то приготовили, сварили, пожарили, нужно куда-то убрать и сразу поставили в холодильник. И холодильник это понимает, и он начинает вот на тот уровень, где у вас находятся какие-то теплые продукты или новые просто продукты, свежие, супермаркеты привезли, он начинает туда подавать более интенсивно подавать холодный воздух. И тем самым эти продукты быстрее охлаждаются, да, и с ними все хорошо. Вот такая история еще интересная, по-моему. Ну, слушайте, в контексте ценника 150 тысяч, по-моему, очень неплохо. В комментарии. Дальше двигаемся с LG. Ну, вот эта фишка, мне кажется, многие о ней уже знают. Немного она игрушечно выглядит. Но, ребята, это корейцы. Я там несколько раз был в Корее, в том числе на заводах LG, в центре разработок LG. Корейцы ничего вот просто так ради игрушки делать не будут. Во-первых, здесь все видно. Вот вы постучали, и у вас видно то, что стоит у вас вот здесь. Здесь же специальные полки сделаны, да, для продуктов, которые, чаще всего нужны, требуются чаще. Что угодно, детское питание, какие-то молочные продукты, какие-то там бутылки с чем-нибудь. Эти полки, они, кстати, съемные. Сейчас просто не могу показать, потому что в магазине, и они здесь, вот такая продажная конфигурация, здесь они залеплены. Но вообще они снимаются. То есть можно здесь там игристое охлаждать, все, что хотите. Дальше, это еще не все. Ну, то есть видно, вы постучали, и у вас видно, что у вас в холодильнике, вы не открываете дверь, у вас экономия электроэнергии. Кроме того, у вас вот здесь продукты стоят, но в целом вы же знаете, что у вас лежит в холодильнике. И вам, в общем-то, видно и то, что там у вас дальше лежит. Да? Ну, вы же представляете, понимаете, если, конечно, это не в гостях происходит. В принципе, вы практически весь холодильник обозреваете вот таким образом. Да? Если нужно открыть все полностью, то, пожалуйста, открываете. И здесь, смотрите, вообще это классический сайд-бай-сайд. Нужно понимать, да, здесь вот с одной стороны холодильное отделение, с другой стороны морозилка. И здесь, несмотря на то, что вот довольно вроде много места вот эти контейнеры занимают, я не скажу, что здесь-то мало места, да, внутри вот в этом холодильнике, в принципе, достаточно много места, довольно большой объем. Здесь реализовано то, что корейцы сейчас очень продвигают, технология Door Cooling Plus. Смысл в том, что у вас холодный воздух, он подается еще вот из этого специального воздуховода и подается непосредственно вот сюда, вот к этим дверным полкам, да, вот сюда. Вроде бы хорошо, и, честно говоря, как-то странно мне спорить с технической мыслью мощной корейских инженеров, но здесь такая история. Вот этот воздух, он с этого воздуховода подается, вот к этой полке. А дальше куда ему, да? То есть, вот вы закрываете. Здесь есть некий такой зазор, конечно, между стеклом и полками. И, в принципе, может воздух проходить немножко дальше. Но он маленький, и куда ему попадать дальше? Получается, что он совсем уходит вниз. В общем, наверное, корейские инженеры все просчитали, но у меня вот есть некоторые сомнения. В комментариях пишите, разделяете, нет, если я не прав, пишите, что по-другому все работает, да? Так, и смотрим, что здесь. Понятно, что многопоточное охлаждение, понятно, что no frost, как-то я уже даже об этом не говорю. Здесь инверторный компрессор, причем остановлюсь на нем немного подробнее. Это линейный инверторный компрессор, у него меньше износ, потому что вместо возвратно-поступательного, скажем так, принципа действия, да, работы, здесь линейно-поршневой. Меньше трения, меньше элементов, которые изнашиваются, и в итоге дольше срок службы компрессора. Традиционная гарантия LG, да и у многих других брендов, 10 лет на компрессор. Есть фильтр для очистки воздуха здесь внутри холодильника. Это предусмотрена полка для напитков. Ее можно убрать, если это необходимо, если мешает, если не пользуетесь. Вот эта история, это специальный контейнер для хранения разных мелочей. Всегда много мелочей в холодильнике каких-то. И вот вспомните, что было в начале у Liebherr, да? У них тоже есть такой контейнер, и его можно было переставлять по высоте. Мы его легко переставляли. Здесь нет. Здесь вы его не переставите, то есть он вот именно здесь должен стоять. Когда-то это удобно, а когда-то, может, и не очень удобно, да? Так что вот в этом отношении плюс 100 баллов Liebherr. Дальше вниз, здесь зона свежести с изменениями настроек влажности для фруктов или для овощей. Еще
Здесь вот в этих контейнерах специальная крышка, это разработка LG, ну, довольно давняя уже, но она работает. Здесь специальные ячейки, ячеистая структура, которая позволяет сохранять уровень влажности оптимальный. То есть влага в некотором роде накапливается вот в этих ячейках, да, не улетучивается, не испаряется, и поэтому здесь достаточно высокий всегда уровень влажности, который нужен для хранения там фруктов, овощей. Вот это, в принципе, по большому счету, все про холодильное отделение. Светодиодное освещение здесь вот так с одной стороны, но в принципе, не знаю, у нас тут еще свет дополнительный мы снимаем, так-то светло, а так я бы, наверное, еще, может быть, вот с этой стороны какие-то светодиоды тоже дал. Ну, окей, это субъективно. Морозилка, здесь можно хранить вот те продукты, которыми меньше пользуетесь, в ящиках. Ну, их не так много, кстати, всего 2. Или на полках, там все остальное. Но это как кому удобно. Здесь понятно, ну, кстати, да, вот здесь к этим полкам, естественно, есть еще и не только снаружи доступ, да, но и изнутри тоже легко все можно достать. Вот с этой стороны, в смысле. Есть контейнер для льда и такое устройство для производства льда, но тут история в том, что, наверное, вот с этой штукой нужно ходить куда-то наливать воду. Или может быть... ну так как-то не очень удобно в нее наливать воду. То есть вы идете, наливаете воду и потом ее вставляете. Ну так, и дальше можно готовить лед. В общем, кому удобно, кому нет. Вот, собственно, все основные вещи об этом холодильнике. По сути, это был бы вполне такой классический базовый сайд-бай-сайд, если бы не вот эта технология «дверь в двери», которая, ну так, делает его несколько необычным. Напишите в комментариях, как вам вот эта история. Интересно узнать. Мне на самом деле она в большей степени нравится, правда, потому что удобно, не нужно туда далеко куда-то лезть, там что-то двигать, раз все взял и окей. Ну, панель управления здесь простая, сенсорная, вот все на дверцу вынесено. Еще скажу, что этот холодильник, его можно к Wi-Fi подключить, да, через мобильное приложение, и можно удаленно управлять, там какие-то основные настройки менять, температуру и так далее. Вот это все тоже возможно. LG 132 тысячи там с небольшим в технопарке. Пишите свое мнение в комментариях. Так, но прежде чем расскажу про этот холодильник, вот тут за моей спиной еще стоит Hitachi из нашего обзора крутых широких холодильников. Ссылку поставим в подписи к видео. Посмотрите, интересная тоже история. А это Samsung, и в кои-то веке так оказывается, что холодильник Samsung, он самый доступный из всех, которые есть в нашем обзоре. Samsung и самый доступный. А вот так бывает. 110 тысяч там без малого в технопарке. Он симпатичный, он неплохо выглядит. Такой бежевый цвет с уходом в золотистый, не раздражающий золотистый, плюс здесь какие-то такие темные элементы. Ну, мне нравится, он действительно неплохо выглядит. Как вам кажется, напишите в комментариях. И открываем его. На самом деле, вот хоть он и смотрится как трехкамерный, да, вот так вот, на самом деле это классический сайд-бай-сайд. Просто корейцы немножко его прокачали, сделали немного интересней и сделали просто вторую дверцу, вот нижнюю, для нижней половины холодильного отделения. Здесь нет какой-то вот такой массивной солидной перегородки, да, которая бы разделяла эти камеры. Нет, просто стекло, и здесь есть, собственно, такой промежуток для воздухообмена. И, в общем, это не две разные камеры, это реально одна камера, просто сделали дополнительную дверь. Зачем? Затем, чтобы, когда вы открываете дверцу, ну, как говорят ребята из Samsung, здесь у вас лежат продукты, которые вам нужны, а вам туда не нужно, и значит, сюда не попадает теплый воздух. Ну, в принципе, действительно, меньше попадает теплый воздух. Тут, наверное, спорить не буду, но насколько это вот решение как-то полезное реально, ну, напишите в комментариях ваше мнение. Мне кажется, ну, такое, so-so, красивое, как говорят. Смотрите, что еще. В общем-то, все остальное в этом холодильнике, он довольно обычно. Это side-by-side. Здесь no frost, понятно. Здесь инверторный компрессор, понятно. Здесь вот та история, о которой мы уже говорили. Металлическая вот эта панель в задней части и в морозилке тоже. Она есть так вот частично,
которая помогает, ну, более как-то качественно поддерживать температуру равномерно, да, ну, должна помогать, потому что металл в некоторой степени аккумулирует холод, да, вот эти все истории. Так, что еще здесь интересного? Понятно, полки, закаленное стекло, полка для напитков, ее можно вынуть, она съемная, к счастью. Вот в нижней части здесь, в принципе, знаете, в принципе даже нет зоны свежести. То есть вот такой уже вроде привычная история для холодильников, тем более там для сайд-бай-сайдов. А здесь просто боксы для там овощей и фруктов. И, кстати, мне не очень нравится, что они вот это все, они дальше не выдвигаются. В принципе, но тут как-то так, не очень много места, да, мне кажется, чтобы, ну, не знаю, кому как, мне бы, наверное, было не очень удобно. Здесь, ладно, здесь сам ящик небольшой, и поэтому, в принципе, ничего так. Это вот крышечка милая, она и у LG тоже была. Дальше, здесь есть фильтр, еще фильтр, который очищает воздух, но должен очищать воздух, это угольный фильтр. Конечно, если у вас будет здесь прямо какая-то вакханалия запахов, то, наверное, не очень справится. А так, если в обычном режиме все использовать холодильник, то, я думаю, должен справляться. Многопоточка, то есть подается воздух ну, так распределяется по всему отделению, чтобы температура была равномерная и так далее, потому что стеклянные полки, они же мешают, да, вот распределению воздуха. Дальше еще смотрим, что сказать. В общем-то, смотрите, вот здесь еще есть вот такая полка, она вообще, это удобное решение, удобное такое правильное, потому что вы вот туда что-то поставили, да, и вы вот так выдвигаете, и как-то легче вам это все вынимать. Но, честно говоря, я вот не знаю, мне было бы удобнее, если бы она вот здесь была. Да, и вот какие-то все мои продукты, раз я так себе подвинул бы и достал. Вот это все про холодильное отделение, пожалуй, светодиодное здесь освещение. В морозилке тут вообще классика. Здесь полки стеклянные и пара ящиков внизу. В общем, как хотите, как вам удобно, так и храните продукты. Полки здесь на дверце, ну, довольно глубокие, надо сказать, пластик хороший. Переставлять их по высоте, ну, собственно, не предполагается. Нет других здесь каких-то держателей. А вот здесь немножко можно попереставлять, ну так, чуть-чуть совсем, так что, в общем, пожалуйста, это можно делать. Есть устройство для производства льда, и, кстати, немножко побольше мне оно нравится, чем у предыдущего холодильника LG из нашего обзора, ну, потому что немножко продуманнее. Вот сюда вы наливаете воду, не нужно никуда тащиться вот с этой вот формой для льда. Все, налили воду, заморозилось, сбросили лед вот сюда в контейнер, вынули его. Да, панель управления здесь, кстати, интересная, она вот здесь находится. Это, с одной стороны, хорошо. Почему? Объясню. Потому что легко добраться до нее, например, людям с ограниченными возможностями. Да, если на коляске человек, то вот он подъехал сюда, и вот у него удобно, потому что вот сюда его не нужно тянуться, и как-то вот так вот. Это все могло быть не очень удобно. Здесь удобно. Ну, то, что она внутри, ну, ничего страшного. На самом деле, часто ли вы меняете настройки в холодильнике? И вот открыли, там что-то нажали, это прошло пара секунд, и уж какой-то катастрофы для ваших продуктов там из-за теплого воздуха, я думаю, не будет. Вот такой холодильник Samsung, 110 тысяч. Пишите в комментариях, как он вам. Ну, вот они какие в итоге большие холодильники. Напомню, это был наш обзор больших холодильников, объемных, вместительных, многокамерных или сайд-бай-сайд. Они пригодятся большим семьям, пригодятся тем, кто много-много-много готовит, там, может, блогеры кулинарные, может, еще кто в этом смысле. Если у вас большая кухня, прям вообще must-have, мне кажется. Если маленькая, делайте правильный дизайн-проект, и туда тоже можно поместить большой холодильник. Мы постарались показать технологии, решения для хранения продуктов, для удобства, которые вы получаете в этих больших объемных холодильниках за разные деньги, потому что модели специально выбирали на разный кошелек, разные стоимости. Надеюсь, у нас это получилось. Пишите в комментариях, если у вас большой холодильник, хочется ли вам, какой опыт у вас использования. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь видео с друзьями, с теми, кому нужен большой холодильник. Пока!